Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний наш обзор будет посвящен одной интересной новинке, которая совмещает в себе розетку-переходник с функцией энергомониторинга, а также пульт управления любым кондиционером. А также может банально заменить любой пульт управления, так как оно является обучаемым ИК-пультом. По сути, управлять любым девайсом можно не только держа пульт в руке, но даже находясь на работе через интернет. Поставляется в простой картонной коробке, где из значимых надписей только наклейка с указанием европейской версии и QR-код для скачивания приложения Smart Life. Внутри находится сама розетка и инструкция, напечатанная на листе А4. Максимальная мощность оборудования, подключенного в розетку, не должна быть выше 16 ампер или 3500 ватт. Правда, на китайском калькуляторе это 4000 ватт. На задней части инструкция по подключению розетки к Wi-Fi сети и приложению. Сама розетка практически ничем не отличается от большинства умных розеток. Но одно отличие все же есть. Это черный поясок по всей поверхности. Это не просто дань красоте или стилю, а только функциональное предназначение. Так как розетка у нас не простая, а с ИК-управлением, то черная вставка это прозрачный для ИК-лучей пластик. Вилка европейская с заземлением. Это большой плюс, так как действительно к розетке без опасений можно подключить нагрузку до 16 ампер и не переживать за переходник. Кроме этого, ответная часть розетки оснащена защитой от детей. Гвоздик или вилку вставить будет проблематично. На одной из граней расположилась кнопка для сопряжения с вашей Wi-Fi сетью и небольшой светодиод индикации Wi-Fi соединения. Размеры розетки составляют 61,3 мм на 35,2 мм. Выкрутив 4 винта в задней части, разъединяем половинки корпуса розетки. Как видим, сама розетка по себе, по сути, является переходником с умной обвязкой. На 4 сторонах разместилось 5 ИК передающих светодиодов. А на одной из частей ИК приемник для обучения командам из другого ИК пульта управления. За умность розетки отвечает довольно популярный умный модуль Tasmota TYWE3S. Это модуль с низким энергопотреблением и встроенным решением Wi-Fi, разработан Hangzhou TUE Technology Corporation на базе ESP8266 VSOC с флеш-памятью 1 мегабайт и оперативной памятью 50 килобайт. После первого включения розетка автоматически переходит в режим сопряжения с Wi-Fi сетью, о чем свидетельствует синий мигающий светодиод. Если светодиод не мигает, удерживаем кнопку в течение 5 секунд. Скачиваем и устанавливаем приложение Smart Life. Нажимаем в правой части и сканируем эфир на наличие новых устройств. Я предпочитаю ручной поиск. Для этого выбираем любое устройство, только смотрим на протокол подключения. Нам необходим в данном случае Wi-Fi. Выбирая розетку Wi-Fi, выбираем нашу 2,4 ГГц Wi-Fi сеть, вводим от нее пароль. Спустя несколько секунд наше устройство будет найдено, добавлено в список умных девайсов и не очень умного дома. Наше устройство под названием Smart ER появилось в списке доступных устройств умного дома. Переходим внутрь нашего устройства, где изначально ничего интересного и нет. Только одна большая кнопка «Добавить устройство для ИК управления». Можно добавить или, так сказать, готовый кондиционер, где коды управления будут выбраны из списка. Или, если вам надо управлять не кондиционером, а другим устройством, выбрать DIU для обучения нашей розетки. Как вы видите, список представленных производителей кондиционеров достаточно большой. Я думаю, каждый найдет свой бренд в этом списке. Поиск присутствует. У меня не обычный производитель кондиционера, а именно Zanussi. Но и он в списке есть. Добавлю его. Как вы видите, но для корректной работы нам необходимо находиться рядом с кондиционером, так как, видимо, несмотря на выбор бренда, ИК-коды могут отличаться в зависимости от модели бренда. При выборе кондиционера Zanussi банально не подгрузился интерфейс управления. Очень странно немного, так как модель есть, а толку нет. Придется искать методом перебора. Благо, у многих производителей ИК коды управления совпадают. Я решил выбрать производителя GREE. И сразу же открылось меню управления кондиционером. Нажимаем на кнопку выключения и ждем ответной реакции от нашего кондиционера. Включение, писк и так далее. Если после нажатия ничего не происходит, нажимаем на кнопочку Change One. В моем случае конфигурация сработала с первого раза, поэтому я применяю эту конфигурацию, нажимаю на кнопочку Use It. Теперь наш кондер добавлен в список устройств для управления, перейдя на который мы полноценно можем управлять кондиционером, выставлять нужную температуру или скорость работы вентилятора.
включать кондиционер на обогрев или автоматический режим. А также, если кондиционер поддерживает эту функцию, то на проветривание или осушение помещения. Кроме этого, мы можем задать таймер на включение и выключение кондиционера, где по дням недели и по времени можем или включать, или выключать наш кондиционер. Также доступна функция обратного отсчета, когда после истечения определенного времени кондиционер или включится, если был выключен, или выключится, если был включен. И самая скрытая и интересная штука — это наличие энергомониторинга, откуда можно не только проверить, включился ли кондер, а также собирать статистику потребления электричества за день, месяц или даже год. Так как у меня в этой же комнате установлена лампа с ИК-пультом, давайте добавим и ее для удаленного управления. Для этого выбираем DUI устройство, берем в руки родной пульт и жмем любую кнопку на пульте управления. Я выбрал включение-выключение и записываем название этой кнопки. Записываем название кнопки в нашем меню. Также добавлю кнопку увеличения и уменьшения освещенности. Проверяем на включение-выключение. Проверяем. Вот, оп, кнопочка. Свет зажегся. Еще раз. Ну, оп, свет потух. То есть, в принципе, даже пульт, который мы добавили автоматически, тоже работает. Но самое основное в умном доме — это автоматизация. Допустим, в паре с датчиком температуры можно создать автоматизацию на включение или выключение устройства. Я поставлю, что если более 25 градусов по Цельсию, включаем кондиционер. Далее ставим «Запустить устройство», ищем наш умный ИК-контроллер, выбираем один из доступных параметров. Их тут довольно много, и некоторые из них даже лишние. Например, зачем автоматизация? Автоматизация на обучение новым ИК-командам. Я отправляю «Отправить команду». Длительность пусть это будет 2 миллисекунды. Даже 0. Так. Параметр выключатель, switch, он тоже не ясен, так как в розетке нет реле на включение или выключение. Немного непонятно автоматизация переключатель температурной кривой. Включить или выключить? Ну пусть будет включить. Что это за параметр, кто понял, пишите в комментах, самому интересно. И температуру ставлю минимальную 16 градусов, пусть охлаждает. Получилась вот такая вот автоматизация. Далее можно создать обратную автоматизацию на отключение кондиционера при достижении, допустим, температуры в 21 градус по Цельсию. Но больше я предпочитаю все же включать такие устройства вручную, чтобы не было лишних затрат на электрику. Но тоже решать каждому, как лучше, главное, логичнее и для кошелька, и для удобства сделать автоматизацию умного дома. К покупке могу рекомендовать. Очень удобная штука для управления любым кондиционером или другим устройством посредством ИК-сигнала. Удобно то, что можно не только управлять одним кондиционером, но и параллельно включать или выключать телевизор, свет или любое другое устройство, у которого есть ИК-пульт управления. Наличие энергомониторинга тут не только бонус, но и служит для визуального контроля, включился ли наш кондиционер или что-то пошло не так. Хотя сработка у меня всегда была 100 раз из 100. Минус тут скорее только один. Отсутствие реле для физического отключения устройства. Но с другой стороны, это позволяет использовать нагрузки до 4 киловатт. Вы, друзья, не забывайте ставить лайки этому видео, подписываться на канал. Также не забывайте, внизу ссылка есть на сам этот девайс. Ссылка на телеграм-канал, где акции, купоны, вопросы, ответы и просто живое общение. Ну и всем всего хорошего. Не забывайте ставить вопросы, если они у вас есть. И пока-пока.